Ну все, Прекратите. Драка! не пихайся. Пусти, придурок. Ах ты скотина. Подонок. Прекратите. Вы можете вести себя как цивилизованные люди. Прости, парень. Спасибо. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Горячий голову» 1991 года, Hot Shots, американская комедия положений с элементами гротеска, режиссера Джима Абрахамса, «Аэроплан» 1980 года, «Голый пистолет» 1988 года, «Совершенно секретно» 1984 года. Знаковое событие начала 90-х, фильм «Горячие головы» стал явлением новой волны жанра, когда не странные герои перемещаются в привычной ситуации, а весь мир вокруг главного героя странный, но этим и привычен ему же. Флоту поручена секретная операция «Сонный хорек». У вас есть шанс восстановить репутацию. Жаль, у вашего отца его не было. Топпер, вы лучший из лучших. Оставьте меня наедине со стариком. Он даст мне мудрый совет. Фильм «Горячие головы» является пародией на «Лучший стрелок» Топ Ган 1986 года и другие известные классические американские фильмы и принес огромную популярность исполнителю главной роли Чарли Шину на территории СНГ в период видеобума. Его партнершей по фильму стала Валерия Галина, которую зрители запомнили по работе в картине «Человек дождя» 1988 года. В мировом кинопрокате комедия «Горячие головы» собрала $181 миллионов при бюджете 26 миллионов долларов, что было безусловным успехом, прекрасно показав себя в видеопрокате. Разумеется, продолжение долго ждать не пришлось. В 1993 году вышли «Горячие головы 2». У меня крайне чувствительные слуховые каналы. Они из нержавейки. Меня ранили в голову. Пуля прошла насквозь. У нас есть такие штучки, они глушат шум. Надеюсь, они сделают свое дело. Дай мне микрофон, сынок. Ради всего святого, будьте осторожны. Со времени боя в Нормандии у меня искусственный лоб. Фильм «Горячие головы», актеры и роли. Чарли Шин, лейтенант Шон Харли, позывной Топпер, счастливчик. Кэрри Элвис, лейтенант Кен Грегори, позывной Пайрат, пират. Валерия Галина, Ромада Томпсон, армейский психолог. Ллойд Бриджерт, адмирал Томас Бенсон, позывной Так, буксир. Кевин Дан, лейтенант-командер Джеймс Блок, позывной Eyewitness, очевидец. Джон Крайер, лейтенант Джим Паффенбах, позывной Wash Out, отстой. Уильям О'Лири, младший лейтенант Пит Томпсон, позывной Дитмит, покойник. Кристи Суонсон, младший лейтенант Джанет Ковальский, позывной Дио. Охотник, который по ошибке убил твоего отца. Генри Пфаффенбах. Мой отец. Как мне тяжело. Генри Алва Пфаффенбах? Фамилия моей матери Пфаффенбах. Неужели? Дарин Пфаффенбах? Из Миннесоты? Да. Я твой двоюродный брат. Мы летом жили в Игл-Ривер. Игл-Ривер? Авианосец, на котором происходит действие фильма «Горячие головы» 1991 года, на самом деле представлял собой деревянную палубу, построенную на краю скалы. Фильм был снят под таким углом, чтобы палуба выглядела как корабль в море. В титрах написано несколько кулинарных рецептов. В промо к фильму «Горячие головы» говорилось, что в роли Саддама Хусейна снимается сам Саддам Хусейн. Но это, конечно, было шуткой, и роль Хусейна исполнил Джерри Халева. Реактивные самолеты, задействованные в съемках, британские легкие истребители Falcon 9, которые никогда не состояли на вооружении ВВС США. Иракские перехватчики и двухместные истребители в начале фильма изображены самолетами F-5 Freedom Fighter. Валерия Галина утверждает, что трюк с оливкой и пупком сделали без использования каких-либо технических ухищрений. Вам все ясно? Или вы не понимаете приказов? Раз я сказал «внимание», значит «внимание». Да, сэр. Стоять! Вы меня разглядываете, мистер? Нет, сэр. В следующий раз ваше наглое лицо должно быть чисто выбрито. Втянуть грудь. Адмирала в фильме «Горячие головы» мог сыграть Лесли Нильсон, но актер от предложения отказался, сославшись на то, что уже достаточно много комичных ролей исполнил в фильмах режиссера Джима Абрахамса. «Горячие головы» пародируют фильмы «Лучший стрелок», «Танцующий с волками», «Очевидец», «Офицер-джентльмен», «Парни, что надо», «Цельнометаллическая оболочка», «9,5 недель», «Рокки», «Унесенные ветром», «Супермен», «Касабланка», «Люби меня нежно».
Кадры из фильма «Горячие головы» с авианосцем СС – это кадры с авианосцем USS Nimitz из фильма «Последний отчет» 1980 года, одну из главных ролей в котором сыграл отец Чарли Шина Мартин Шин. Во время одной из драк герой Чарли Шина говорит, что узнал об этом приеме от Полы Абдул, американской певицы, которая на момент выхода в прокат «Горячих голов» была замужем за братом Чарли Шина, актером Эмилио Эстевесом. В фильме «Горячие головы» 1991 года множество отсылок. Главного героя зовут Топпер Харли, что является отсылкой к старому мотороллеру, производившемуся компанией Харли и Дэвидсон. Никто не играет с тренером, продавшим большую игру. Что это значит? Мой дядя говорил, играть не выигрывая все равно, что спать с сестрой. Да, у нее большая задница и аппетитный бюст, но спать с ней нельзя. Ближе к делу. Начнутся генетические проблемы. Родятся дебильные дети. Они целыми днями будут играть на банджо и крутить любовь с животными. Топпер, хватит. Фильм «Горячие головы». Сюжет. Летчика аса Топпера Харли, Чарли Шин, всю жизнь преследует комплекс из-за несчастного случая, связанного с его отцом, по вине которого погиб летчик по прозвищу Почтальон. Топпер настоящий ас, но при любом сравнении с отцом он срывается и теряет над собой контроль. После ухода из БВС Топпер перебирается в индейское поселение, где его прозывают «пушистая кроличья лапка». Джеймс Блок, Кевин Дан, сослуживец его отца, находит Топпера и призывает вернуться на службу. Военные собирают группу самых лучших пилотов для проведения военной операции в Ираке, названной «Сонный горностай», на новейших реактивных самолетах. По дороге Топпер знакомится с великолепной наездницей Рамадой Томпсон, Валерия Галина, работающей психологом военной части, куда направляется Харли. Топпер влюбляется в нее, но поначалу Рамада дает отрицательную характеристику на него, но постепенно Топпер начинает ей нравиться, и она меняет свое мнение о нем. На службе Харли конфликтует с лейтенантом Кентом Грегори, Кэрри Элвис, сыном погибшего почтальона. А после нескольких несчастных случаев во время учебных вылетов и гибели сослуживца, Пита покойника Уильям О'Лири, Топпер собирается уволиться из ВВС. Перед проведением боевой операции противники поставки новых самолетов проводят на авианосце диверсию, выведя из строя некоторые системы самолетов. Выясняется, что Джеймс Блок находится в сговоре и вызвал Топпера, чтобы тот из-за своего комплекса провалил операцию. Во время ее проведения Джеймс Блок, получив ранение, поведал всем правду о несчастном случае, когда отец Топпера пытался спасти почтальона. Выйдя из ступора, Топпер успешно завершает операцию, уничтожив вражеский истребитель и сбросив бомбу на Саддама Хусейна. Возвратившись в индейское поселение, Топпер находит там свою возлюбленную, Рамаду. Ты должна забыть меня. Там на корабле парень, которому ты нужна больше, чем мне. Забудь меня. Пожалуйста. Это не проблема. Не надо слез. И не оглядывайся. Молодец, ты смелая девочка. Не волнуйся, малышка. Пока я у себя есть, я не пропаду. К моменту выхода фильма «Горячие головы» 1991 года было снято множество фильмов о подвигах бравых американских солдат, что постепенно начало утомлять обычных зрителей. Потому комедии, высмеивающие основные клише фильмов о войне, принимались публикой настолько тепло. Особенно если сама комедия оказывалась достойным фильмом. «Горячие головы» – комедия, которая хорошо смотрится даже без знания пародируемых в ней фильмов, а это для пародии один из ключевых показателей качества. И, что важно, в фильме присутствует хоть и простой, но относительно связанный последовательный сюжет. Комедия «Горячие головы» – настоящая классика пародий как жанра. В них соединилось немало черт, из-за которых люди так любят именно старые пародии. Конечно, отдельные шутки сейчас смотрятся весьма примитивными, да и отчасти высмеиваемых в них лент зрители уже успели позабыть. Чарли Шин в фильме «Горячие головы» доказал, что является отличным комедийным актером, а его персонаж Топпер постоянно меняется по мере развития сюжета. Затем же, как безумно развивается его отношение с девушкой-психологом в исполнении красавицы Валерии Галины, следить реально интересно. Второстепенные герои стараются не отставать от главных. Каждый из них уникальная личность с массой самых безумных тараканов в голове. Чего стоит один адмирал Бенсон в исполнении Ллойда Бриджеса, по поводу Бизонова, рассказывающий самые безумные байки, какие только могут прийти в горячую голову. Рамада. Нет, теперь меня зовут Вава Тукина. Что это значит? Горячий животик.